Привет, армия. Тишина, последовавшая за РРНК 2026, казалась необычной. Это была не та тишина, которая приходит после долгого дня или успешного выступления. Это не было ни облегчением, ни удовлетворением. Она ощущалась тяжелее, затяжной, почти тревожной. Сначала многие предположили, что это всего лишь усталость. В конце концов, график был изнурительным: недели репетиций, бесконечные перелеты и студийные сессии, затянувшиеся до поздней ночи. Любой бы устал. Любой бы нуждался в отдыхе. Но что, если дело не только в этом? Что, если тишина пыталась сказать что-то еще? Что, если это был первый тихий сигнал чего-то более глубокого, чего-то, что даже самые яркие огни сцены больше не могли скрыть? Этот вопрос начал преследовать фанатов. Потому что в блестящем последствии одного из самых ожидаемых культурных событий года что-то ощущалось иначе. Камеры по-прежнему фиксировали все, что они обычно делали: улыбки, приветствия, отточенную хореографию, идеальные построения. Со стороны все выглядело нормально. И все же, что-то было не так. Дрожь в голосе, которой раньше не было. Реакция, запоздавшая на полсекунды. Тишина в глазах, которые когда-то сияли неуемной энергией. Мелочи. Легко пропустить. Но, увидев их, уже не развидеть. В центре всего этого стояли две знакомые фигуры, два артиста, чья связь долгое время была эмоциональным ядром их группы, Тэйон и Чингук. Годами фанаты наблюдали за ними, словно за двумя половинками одного ритма, смеющимися вместе, подшучивающими друг над другом, обменивающимися тихими взглядами, не нуждающимися в объяснениях. Но теперь этот ритм, казалось, был нарушен. Прошли дни. Затем послышались шепотки. Анонимные брифинги в больницах. Тщательно составленные заявления агентств. Фрагменты информации, которые так и не сложились в полную картину. Пока, наконец, не заговорили медицинские работники. Не драматично. Не сенсационно. Только с клинической точки зрения. Они описали то, что назвали истинным состоянием Чингука после РРНК 2026. И внезапно объяснение простой усталости перестало звучать убедительно. Потому что если бы это была просто усталость, почему все казалось таким серьезным? В течение нескольких недель после мероприятия публичные появления Чингука стали редкими. Когда-то спонтанные посты в социальных сетях стали появляться реже, а затем почти исчезли. Яркие, игривые обновления, которые так любили фанаты, сменились молчанием. Каждый видеоролик анализировался. Каждая фотография рассматривалась крупным планом. Фанаты продолжали задавать одни и те же вопросы. Почему он выглядит худее? Почему его улыбка так быстро исчезает? Почему его смех звучит короче? И, возможно, самый тревожный вопрос из всех. Почему Тэйон выглядит таким тихим? Медицинские источники, близкие к ситуации, в конце концов описали состояние Чингука, используя осторожные формулировки: сильное системное истощение, физиологические показатели стресса. Слова, которые звучали технически, но их значение было отнюдь не мягким. Месяцы репетиций. Международные поездки через часовые пояса. Марафоны студийной записи. Высокоинтенсивная хореография, повторяющаяся часами. Все это накапливалось, слой за слоем, как невидимый груз, давящий на тело. Пока, наконец, тело не дало отпор. Но вот тут история стала сложнее. Врачи не просто сказали «усталость». Они сказали что-то еще. Выгорание. Острый синдром выгорания. Необычная усталость, а нечто более глубокое, нечто, влияющее на гормоны, иммунную систему, даже мозг. Состояние, при котором человек может продолжать выступать еще долго после появления тревожных признаков, пока вдруг не перестает. За кулисами после выступления инсайдеры вспоминали нечто тревожное. Чингук выглядел дезориентированным, не сильно, лишь слегка.
Он улыбнулся, сказал, что все в порядке, попросил всех не волноваться. Потому что он всегда так делал. Но самые близкие ему люди это заметили. Едва заметное покачивание, когда он стоял неподвижно. Более медленное дыхание. То, как его рука дольше обычного лежала на плече Тэйона, словно он искал равновесие. Этот момент запомнился им. И, возможно, больше всего он запомнился Тэйону. В последующие дни фанаты тоже заметили в нем что-то новое. Он стал меньше шутить. Его ответы в интервью стали короче. Его взгляд постоянно, почти бессознательно, скользил по Чингуку, словно он постоянно проверял, все ли с ним в порядке. Люди начали тихо спрашивать. Знает ли он что-то, чего не знаем мы? По словам инсайдеров, да. Тэйон был одним из первых, кто настоял на всестороннем обследовании. Ему не понравилось то, что он увидел. «Это не просто усталость», — якобы сказал он. «Что-то не так». Результаты анализов пришли, не угрожающие жизни, но достаточно серьезные, чтобы потребовать немедленных изменений: структурированный отдых, медицинское наблюдение, полная перестройка распорядка дня. Врачи предупредили, что продолжение работы в обычном режиме может привести к сердечно-сосудистому стрессу или даже к синдрому хронической усталости. Другими словами, продолжать двигаться вперед больше нельзя. Однако публично формулировки оставались осторожными: временная усталость. И ничего больше. Возможно, для защиты. Уединение. Возможно, чтобы предотвратить панику. Потому что правда казалась тяжелее. В мировой индустрии развлечений это не редкость. Высококлассные артисты живут под постоянным давлением, выбросы адреналина на сцене, нерегулярный сон, постоянное внимание. Организм никогда полностью не восстанавливается. Один врач объяснил это просто. Тело – это не машина. Это экосистема. Когда одна часть ломается, все остальное пытается компенсировать это. И, возможно, именно это мы и наблюдали. Не коллапс, а перегрузка. По словам близких, печаль Тайонга была вызвана не только страхом. Она была вызвана чувством вины. Он прокручивал в голове все поздние ночи, плотный график, знаки, которые он мог пропустить. Мог ли он заговорить раньше? Мог ли он настоять на перерывах? Мог ли он лучше защитить себя? В один тихий момент он, как сообщается, сказал что-то простое. Мы всегда говорим, что с нами все в порядке, но иногда это не так. И почему-то эта фраза задела нас сильнее любого медицинского заключения. Потому что она звучала по-человечески. Слишком по-человечески. Позже врачи раскрыли нечто удивительное: состояние не началось на той неделе. Оно развивалось в течение нескольких месяцев. Крошечные предупреждающие признаки, маркеры воспаления, нерегулярный сон, частые незначительные болезни. Ничего драматичного. Ничего срочного. Легко было игнорировать. Пока вдруг все изменилось. Так началось выздоровление. Не быстро. Неэффектно. Но осторожно. Контролируемый отдых. Сбалансированное питание. Психологическая помощь. Настоящие перерывы, не просто пустые дни, заполненные скрытой работой. Тайонг также скорректировал свой собственный график. Он сопровождал Чингука на приемы, оставался рядом, проводил время в тихих местах подальше от камер. Друзья описывали это как защитную энергию, не контролирующую, а просто присутствующую. Всегда рядом. Потому что иногда присутствие – самая сильная форма поддержки. РРНК 2026 должен был стать праздником. Вместо этого он стал поворотным моментом. За закрытыми дверями начались дискуссии, как предотвратить повторение подобного, как защитить артистов, не жертвуя их творчеством. Возможно, это был тревожный звонок не только для одного человека. Возможно, для всей индустрии.
Восстановление, говорили врачи, требует времени, недель, месяцев. Исцеление – это не гонка. Это обязательство. И постепенно появились изменения. Более спокойный голос. Более долгий смех. Более спокойная осанка. Мелочи, но значимые. Грустность в глазах Тайонга смягчилась. Не исчезла, но стало легче. Потому что теперь появилось направление. Появился план. Появилась надежда. То, что произошло, не было скандалом. Не было тайной. Не было драмой. Это было нечто гораздо проще. И гораздо более человечное. Пределы. Даже у самых сильных тел они есть. Даже у мировых икон они есть. И, возможно, осознание этих пределов – это не слабость. Возможно, это мудрость. Поэтому, когда снова загорятся огни сцены, а они обязательно загорятся, зрители могут увидеть что-то другое. Не просто мощную хореографию. Не просто безупречный вокал. А нечто более глубокое. Понимание. Баланс. Связь. Потому что эта история никогда не была по-настоящему о болезни. Она была о том, как научиться слушать. Она была о дружбе под давлением. О ней было о двух людях, которые поняли, что ни одно выступление не стоит того, чтобы потерять друг друга. И, возможно, когда они наконец снова встанут на сцену бок о бок. Здоровее. Сильнее. Мудрее. Связь между ними засияет еще ярче, чем прежде. Не потому, что ничего не произошло, а потому, что что-то произошло. И они столкнулись с этим вместе.